Bluetooth-наушники с эргономичным и оригинальным дизайном, удобным кейсом, Hi-Fi звучанием, поддержкой кодека SSC, 11-мм драйверами, настройка звука, учитывая форму ушей и особенности ношения на базе Galaxy AI, перевод в реальном времени, активное шумоподавление с учетом посадки, безупречным управлением жестами, системы из 6 микрофонов, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Samsung Galaxy Buds 3. Хотя уже здесь много антирекламы есть по поводу их качества, но мне вроде повезло. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в белой коробке из плотного картона, упаковка стандартная для Samsung. На ней есть изображение и название модели, а также краткая характеристика. Упаковка хорошая и компактная, в комплекте же вместе с кейсом и наушниками мы имеем краткое руководство пользователя и довольно длинный кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Весит кейс 47 граммов, а один наушник весит 4,7 грамма. Габариты кейса и наушников вы можете наблюдать на экране, все в пределах разумного. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе и не только. Для участия в розыгрыше одного из смартфонов ежемесячном необходимо подписаться на YouTube-канал с колоколом, оставить комментарий под любым из роликов на YouTube и в комментарии либо описании своего канала указать свое имя в телеге. Если победите, я вам напишу. На стриме присутствовать не обязательно. Канал под стримы есть отдельно, где мы прожариваем смартфоны. Перейдем к наушникам. В продаже имеются две классические расцветки на выбор. Это серебристый и белый. Дизайн кейса по сравнению с прошлыми моделями от Samsung заметно изменился. Теперь кейс имеет форм-фактор, как у кейсов от Apple. Но есть своя особенность, а именно прозрачная крышка с надписью Samsung. Ко всему, нижняя часть кейса плоская, и благодаря этому его можно ставить в вертикальном положении, что в принципе удобно. Дизайн лично мне импонирует, ко всему интересно смотрится внутренняя часть кейса. Выполнен кейс из глянцевого, тактильно приятного и качественного пластика, собран кейс отлично. Крышка не имеет люфт, что в открытом положении, что в закрытом. Шарнир, к слову, металлический. Материалы не марки, да и потертости во время моего использования на кейсе не появились, за что отдельный плюс. Кейс средних размеров, в кармане практически не мешается, но он увесистый. На корпусе расположили надпись, LED-индикатор, разъем Type-C и кнопку для сопряжения. Открыть одной рукой крышку кейса можно без проблем. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, что очень удобно, и во время изъятия наушников она не мешается. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не особо раздражающий. Далее, внутри кейса есть два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и удобное обозначение левого и правого места. Наушники в кейсе не гуляют, сидят они в нем плотно. Вытряхнуть наушники из кейса с закрытой крышкой очень сложно, а с открытой придется прикладывать немало усилий. Переходим к наушникам. Форм-фактор вкладыши, звуковод овальной формы с металлической сеточкой, основная часть наушников похожа на эталон вкладышей по посадке. Но вот ножка выполнена в форме призмы. Разумеется, в продаже можно найти дешевые наушники других производителей с подобным дизайном, но в Galaxy Buds 3 реализована данная задумка, как по мне, очень даже хорошо. Сборка наушников слегка расстроила, так как состыковка двух частей корпуса могла бы быть и более незаметна. Не волшебная сборка, хотя браком я ее тоже не назову. Посадка, как для вкладышей, хорошая и плотная, из ушей просто так они не выпадают и смотрятся аккуратно. Далее на корпусе расположили по два контакта для зарядки, по 3 микрофона на каждом наушнике, инфракрасные датчики обнаружения, маркировку Left и Right и сенсорные области для управления. Из команд на борту play, пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ, сброс вызова, вызов голосового ассистента, переключение между режимами шумоподавления и включение режима Mindfulness для концентрации. На сжатие наушники откликаются хорошо и быстро, ко всему можно использовать все необходимые команды одновременно, но нет возможности полноценно персонализировать управление. Команды сопровождаются приятными системными звуками и щелчками. По датчикам модель оснащена акселерометром, гироскопическим датчиком, датчиком холла, датчиком давления, датчиком приближения, датчиком прикосновения и датчиком костной проводимости. Кто бы нам 10 лет назад рассказал, что столько всего будут запихивать в беспроводные наушники. Наушники оснащены 11-мм динамическими драйверами с поддержкой технологии 360 аудио. По кодекам есть поддержка AAC, SBC, а также кодека SSC, который доступен только на смартфонах от Samsung, но не во всех моделях. Исходя из этого, можно сказать, что логично будет
будет покупать Buds 3 только если вы используете смартфон от Samsung. Теперь поговорим о вспомогательных функциях и технологиях. Buds 3 имеет активное шумоподавление, оно простое, но при этом, как для вкладыша, его достаточно, чтобы отрезать посторонние монотонные шумы, которые могут мешать во время работы. ANC может работать даже с одним наушником, но для этого необходимо включить соответствующую функцию в приложении. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается по одному наушнике, работают и переподключение бесшовное. Buds 3 автоматически подключаются после открытия крышки кейса с ранее сопряженным устройством, а анимация есть только в паре со смартфонами от Samsung. Датчики обнаружения работают исправно, а в приложении можно отключить автоматическую паузу и переключение вызова на смартфоне при извлечении обоих наушников. Удобно, что есть функция о напоминании разминки шеи, но она периодически работает некорректно. Полноценный мультипоинт с автоматическим переключением отсутствует, есть только переключение с помощью Samsung аккаунта. Также наушники из полезного поддерживают функцию прочтения уведомлений, настройка баланса звука, поиск наушников с звуковым сопровождением, а для персонализации звучания имеется автоматический режим на базе Galaxy AI, который подстраивает звук, учитывая форму ушей и особенности ношения. Но как у Sony, к примеру, сканировать уши не нужно, да и сказать, работает ли эта функция на 100% очень сложно. Но хорошо, что есть кастомный 9-полосный эквалайзер и 6 хорошо настроенных предустановленных эквалайзеров. На персонализацию звука Buds 3 откликаются хорошо. Далее, емкость аккумулятора кейса 515 мАч, емкость одного наушника 48 мАч, полный цикл зарядки кейса и наушников занимает в среднем 1,5 часа, а наушников от кейса около 1 часа. Отыграли наушники на 75% громкости без различных технологий, без ANC 5 часов 25 минут, с кейсом до 27 часов. Время автономной работы великолепное и хватит однозначно для большинства пользователей. Далее, стандарт водонепроницаемости есть только у наушников IP57, разумеется, я окунул их в проточную воду на 30 секунд. По итогу мой экземпляр выжил, но советовать намеренно их топить или прогуливаться под дождем я однозначно не буду. Скорее всего, никто их вам бесплатно не поменяет, если вы их утопите. Далее делаем вывод, что они не должны переставать работать, если намокнут, но все может быть. Переходим к приложению. Данная пара работает в паре с приложением Galaxy Wearable. Обновлений, к сожалению, лично мне не прилетало до сих пор. На стартовой странице с подключенными наушниками, кроме уже перечисленного, мы имеем заряд кейса, заряд наушников в процентах, но не каждого наушника по отдельности. Об остальных настройках и функциях я уже рассказал ранее. Летим дальше. Bluetooth чип установлен в версии 5.4, по стабильности связи все отлично. Через одну стену, как и через две стены, наушники не отваливались, задержка на YouTube незаметна, в целом как и в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают приемлемо, и их достаточно для комфортных разговоров даже на улице в не особо тихой обстановке. Пример вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Samsung Buds 3 и насколько хорошо они отрабатывают. Вы сейчас слышите, но напоминаю тысячный раз, что микрофон лучше всего отрабатывают те, что находятся рядом с источником звука. То есть либо микрофоны вашего смартфона, либо микрофоны каких-нибудь наушников на шнурке. Таких очень много. Huawei, OnePlus, посмотрите, они недавно выпускали. На канале есть пример. Насколько хорошо эти отрабатывают, вы сейчас слышите, но, к слову, кстати, если вы будете выбирать себе беспроводные наушники, желательно выбирать того же бренда, что и ваш смартфон, и микрофоны от этого тоже будут отрабатывать лучше. Звучание, как и в последних моделях от Samsung, лучший звук будет через кодек SSC в паре со смартфонами Samsung, а не по кодеку AAC. Само звучание хорошо сбалансированное и довольно объемное, как для вкладышей. Запас громкости есть и не маленький. Середина имеет качественную проработку, высокие звучат выразительно и отчетливо. Низкие частоты, конечно же, не такие мощные, как в вакуумных наушниках, но при этом я бы не сказал, что звучание плоское. Сцена шире среднего значения, инструментал различим. Galaxy Buds 3 достаточно
достойно звучат, плюс можно подогнать их по звуку, используя фирменное приложение. Из минусов нет полноценного мультипоинта, как по мне, слегка завышенная цена, а также отсутствие кодека высокого качества и высокой четкости помимо SSC, так как я бы с радостью пользовался бы данной моделью, но не в паре со смартфоном от Samsung, допустим, кодек LDAC. Ко всему, функция пространственного звука с отслеживанием головы, как и перевод в реальном времени, работает только в паре со смартфонами от Samsung. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, вы этим безумно поможете проекту, за что вам огромнейшее будет спасибо. Резюмирую, беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 отличные вкладыши. Главное купить их по распродаже. Опять же, если у вас смартфон Samsung. Основные плюсы — это стабильность работы, автономность, разумеется, звучание, отлично реализованное управление, дизайн и качество материалов. Так что если у вас, повторяюсь, смарт от Samsung и есть еще какие-либо девайсы от Samsung, Buds 3 можно рассматривать к покупке, так как экосистема довольно обширная в плане функционала и возможностей. Альтернатив, разумеется, среди носимых устройств море, начиная от анкеров, Xiaomi, которые тоже недавно вкладыши выгрузили. От меня девайсу однозначное да, несмотря на проблемы с браком и со сборкой, мой экземпляр был нормальным. Подписывайтесь на канал с колоколом, еще раз огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!